Когда испуганная беременная кошка была выброшена на ледяной холод, никто не представлял, что произойдет дальше. То, что вышло из нее, разрушило все правила природы и повергло в полное потрясение даже опытных ветеринаров. Прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые трогательные истории о спасении животных. И обязательно напишите в комментариях, из какой страны вы нас смотрите и сколько времени сейчас на ваших часах. Нам очень интересно знать географию нашей семьи, любителей животных. В тот вечер зима не знала пощады. Ледяной ветер свистел между зданиями, а колючий снег мгновенно заметал следы. У входа в небольшой городской приют для животных быстро притормозила машина. Дверь приоткрылась лишь на мгновение, чтобы на замерзший бетон была выставлена обычная картонная коробка. Автомобиль тут же скрылся в темноте, оставив живое существо один на один со смертью. Внутри коробки, съежившись от ужаса, лежала белоснежная кошка. Ее мех был спутан, а в огромных глазах застыла мольба. Каждый вдох давался ей с трудом. Морозный воздух обжигал легкие. Но тяжелее всего был ее живот. Он был настолько велик, что кошка едва могла пошевелиться. Она была на грани родов, в тот самый момент, когда ей больше всего были нужны тепло, защита и любовь. Дэвид, волонтер приюта, вышел на улицу, чтобы закончить вечерние дела, и чуть не споткнулся о коробку. Увидев внутри живое существо, он почувствовал, как сердце сжалось от боли и ярости. «Боже мой, кто мог сделать такое в такой мороз?» — прошептал он, опускаясь на колени. Кошка не шевелилась. Она просто смотрела на него своими влажными глазами, словно спрашивая: «Ты тоже причинишь мне боль?» Дэвид осторожно отнес находку в тепло. Кошку назвали Луной за ее ослепительно-белую шерсть, которая даже под слоем грязи напоминала лунное сияние. Доктор Андерсон, штатный ветеринар, немедленно осмотрел ее. Его вердикт был тревожным. Она должна родить с минуты на минуту, но она в состоянии глубочайшего шока. Ее тело сковано страхом, и это может убить и ее, и котят. Дни шли, но роды не начинались. Луна отказывалась от еды, почти не пила и часами смотрела в одну точку. Она словно замерла во времени, не в силах отпустить тот ужас, который пережила на обочине дороги. Волонтер Сара часами сидела рядом с ней, включая тихую музыку и просто присутствуя рядом. «Животные чувствуют предательство так же остро, как и мы», — говорила Сара. Луна ждала. Она ждала знака, что этот мир больше не хочет ее уничтожить. На пятую ночь произошло то, чего все так боялись. Луна начала метаться, ее дыхание стало прерывистым, но схватки затухали, едва начавшись. Доктор Андерсон хмурился. Если она не доверится нам, ее мышцы не расслабятся. Это психологический блок. Сара осталась с Луной одна. В тишине ночи она протянула руку к кошке и прошептала со слезами на глазах: «Маленькая, все хорошо. Тебе не нужно больше сражаться в одиночку. Я здесь». И тогда произошло чудо. Луна, которая до этого не подпускала к себе никого, медленно сделала шаг вперед и положила свою голову на ладонь Сары. Этот жест был коротким, но в нем была вся надежда мира. Луна выдохнула, ее тело обмякло, и через мгновение первый крик разорвал тишину комнаты. То, что последовало дальше, не поддавалось никакому логическому объяснению. Первый котенок был крошечным и белым, как и мать. Затем появился второй, третий. Помощники приюта сбежались на звуки жизни. 4, 5, считала Сара. Когда появился шестой, доктор Андерсон удивленно поднял брови. Обычный помет — это 3-5 котят, но Луна не останавливалась. 7, 8, 9... Атмосфера в комнате накалилась до предела. Каждый новый котенок казался невозможным. 10! Сара уже не могла сдерживать рыданий.
И вот, когда все решили, что это предел, последовала последняя, самая тяжелая схватка. 11. 11 живых, здоровых, кричащих котят. Это был статистический феномен, редкость, встречающаяся раз на миллион. Но самое потрясающее открытие ждало доктора Андерсона впереди. Когда доктор начал осматривать изможденную, но гордую мать, он замер. Его руки задрожали. «Этого не может быть! Посмотрите сюда!» — воскликнул он. У кошек обычно четное количество сосков — 6 или 8. Но у Луны их было 11. Природа словно знала, какая миссия уготована этой кошке. Ее тело было идеально спроектировано для того, чтобы выкормить именно эту огромную армию малышей. Она была рождена для этого момента. Все правила биологии были нарушены ради триумфа жизни над холодом и смертью. Прошли недели. Луна оказалась самой заботливой матерью, которую только видел приют. 11 маленьких лун выросли крепкими и активными. Благодаря огласке в социальных сетях для каждого из них выстроилась очередь из желающих подарить дом. Но главное чудо произошло с самой Луной. Она больше не пряталась. Она встречала посетителей с высоко поднятой головой. Вскоре ее забрала семья, которая пообещала, что больше ни одна коробка и ни один холодный вечер не коснутся ее жизни. Глядя, как Луна уезжает в новый дом, Сара знала, эта кошка пришла в приют не просто за спасением. Она пришла, чтобы напомнить всем нам, даже когда мир кажется ледяным и жестоким, внутри каждого из нас скрыта сила, способная сотворить чудо. А как бы поступили вы, если бы вы нашли на морозе коробку с испуганным животным? Открыли бы вы свои двери для него? Напишите «да» или «нет» в комментариях. Ваша активность помогает нам рассказывать больше таких историй и помогать животным находить дом. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и до встречи в следующем видео на канале. Берегите себя и своих пушистых друзей.